Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, рядом со мной Сергей. Всем привет. Мы сегодня будем обозревать бренд Флорайка, их сет. Сколько здесь у нас ароматов? Ой, не помню, может 10 или 12. Вот, так вот выглядит у них сет, это коробка. Здесь сами ароматы и книженция такая прилагается с описанием, как выглядят их флаконы, какие там ноты. Такая книжка-гармошка. Вот. Начнем с первого аромата. Вообще бренд Флорайка, получается, был создан в 2017 году Кларой и Джоном Малой. Это те ребята, которые создали бренд Memo, которые любят очень путешествовать, создают ароматы с разными ассоциациями стран, мест в мире. И Флорайка — это, получается, бренд, посвящен японской культуре, Японии. В таком стиле сделаны у них вот флаконы, у них какие-то там надписи, такие как японские буквы. Этот аромат называется Sleeping on the Roof. То есть это означает сон на крыше. Красивое название. Здесь еще к каждому их аромату есть стихотворение на японская тематика, и стихотворение, знаете, в 3 строчки такое. Все это, конечно, на английском. У меня сразу картинка какого-то фильма аниме. Какая-то ночь. Какие я ноты здесь чувствую? Чай какой-то. Так как это Япония, у японцев есть культура чая, чайной церемонии. И чай, и цветы. Для меня это белые цветы. То есть это что-то такое свежее, легкое. Если тематика Японии, то какая-нибудь сакура. Да? Возможно, да. Для меня тоже. Что ж, здесь заявлен верхние ноты ландыш, средние ноты цветок апельсина и в базовых мускус и амбра. Как обычно, ставлю оценки от 0 до 10. Не знаю, мне он особо не понравился. 50 на 50. Поставлю ему 5. Следующий аромат у нас называется Umbrella for Two. Серьезно, второй там? Зонтик для двоих, да? Угу. Один зонтик для двоих. Ну, этот аромат, я делал уже обзор. Это единственный их аромат, который есть у меня. Спасибо. И он мне очень нравится. Я примерно помню ноты. Ну, мне тоже нравится этот аромат, безусловно. Это один из моих тоже любимых ароматов этого бренда, Флорайку. Это пирог с малиной, с черной смородиной, да? Что-то такое. Он очень гурманский, сладкий, ягодный. Для меня это смородина, да, с бисквитной печенькой. Классный. Но не слишком сладкий для меня, кстати. Это 10 из 10. Это мой любимый аромат у этого бренда. Классный, унисексовый, хороший. Единственный минус — он не стойкий. Третий аромат у нас называется The Moon and I. Луна и я. Чем же у нас он пахнет? Какие ассоциации у тебя? Ну, он такой воздушный. Чай, да. Запах чая, чайная церемония какая-то ассоциируется сразу. Еще здесь есть бергамот, я так думаю, какой-то цитрус. Вот он начинает кислить немножко. Такой чай с лимоном или с бергамотом. Посмотрим, какие там ноты.
Верхние ноты мате. Как понимаю, это тоже напиток какой-то горячий. Средние ноты чай. Никакой не зеленый, не черный, просто чай написано. И в базовых нотах кедр. Ну, это очень как раз таки чайный аромат. Если вы любите ноту чая, попробуйте. Это действительно что-то такое. Следующий аромат. Тому аромату я поставлю 7, я так думаю. Он приятный, более приятный, интересный, более сложный и необычный. Этот аромат называется у нас I am coming home. Едем домой. И он очень цитрусовый, очень лимонный. Прям очень много лимона я здесь чувствую. Будто бы ты едешь в поезде, который идет ночью, тебе заваривают опять же чай с бергамотом, наверное, с лимоном. У меня именно такие ассоциации. Темно за окном и очень романтичная штука. И вот это I'm coming home, это тоже чаще всего позитивные эмоции вызывают, немножко романтичные, чуть-чуть меланхоличные. Да и лимон он вообще поднимает немного. Вот, если честно, мне лимон поднимает настроение, мне наоборот. Я чувствую здесь чай с лимоном, мне так кажется. Или с лимонными даже конфетами, он немного сладкий. Какие же там ноты? Вот, в верхних нотах здесь заявлен имбирь. Я думаю, что есть здесь цитрусы тоже, просто они почти во всех своих ароматах заявляют только 3 ноты. Вряд ли только из этих компонентов сделаны парфюмы. Но, по сути, имбирь, это он тоже имеет такой пряный, немножко кисленький иногда оттенок. Средние ноты белый чай и базовые ноты кардамон. Может быть, вот кардамон дает такую свежесть, похожую на цитрусовую. Да и белый чай, может быть, он цитрусовый, нет? Я никогда не пил белый чай. Белый чай, я пил, он похож на зеленый. Он еще менее тонинный, он менее такой терпкий. Больше на водичку похож, что ли. Очень странно, что здесь нету цитрусов, да? Здесь явно пахнет лимоном. Явно. Да, есть лимончик. Я этому аромату поставлю уже 7. Приятный цитрусовый аромат. Скорее всего, он будет нестойкий. Мне так кажется. Так как цитрусовые ароматы не особо стойкие. Следующий аромат называется у нас I see the clouds go by. Clouds. Я вижу облака, которые проходят мимо нас. Это какой-то сладкий очень аромат. Конфетный. Именно какой-то фруктовой конфеткой пахнет. И цветы. Но опять же, я чувствую что-то цитрусовое. И да, вот какая-то конфетная леденцовая штука. И... Ощущение, как здесь пачули есть. Пахнет пачули. Что-то более тяжелое уже добавлено. Мне кажется, здесь тоже есть чай. В базе. Что же будет еще в базе? Вот что-то тяжелее будет в базе, потому что по сравнению с предыдущим зеленым чаем он уже усложнен. Это прям чай с 3 ложками сахара. Можно сказать, он такой сладкий. Для меня это все еще не гурманский аромат, больше свеже-цитрусовый. Может быть, он ближе к пряностям, то есть что-то такое теплое. Может, амбра есть? Ну, может быть, амбра дает или пачули дают вот эту сладость. Но я явно чувствую здесь какие-то цветы. Явно есть цветы. Может быть, да, вот колышется по ветру. И мускус. Такой мускус. Какой-то такой не очень приятный мускус. Да. По-моему, все вот эти 5 ароматов, которые мы слушали, все очень слабенькие, лайтовенькие. Что же там? Сверху, в верхних нотах здесь заявлен лист черной смородины.
И да, он здесь ощущается на самом деле. Вот. Но его легко спутать с чем-то еще цитрусовым, да, или типа того. В средних нотах цветок вишни, в базовых нотах белый мускус. Этот мускус портит немного этот аромат, он выбивается из всего этого. Вишня дает вот эту сладость, наверное, скорее всего. Но это точно нужно пробовать на коже, потому что мускусы, они... Я, наверное, этому аромату поставлю тоже 5, 50/50. Такой я бы, не знаю, не нанес бы. Не знаю, короче. Следующий аромат называется Cricket Song. Cricket Song, и я не помню, как переводится, напишу. Песня Cricket. Что? То ли кузнечика, что такое. Спасибо. Пахнет стиральным порошком, а если стиральный порошок это белые цветы и альдегиды, скорее всего, могут быть здесь. Возможно, здесь есть что-то цитрусовое, типа апельсина. Для меня аромат такой порошковый, цветочный. Непонятный. Это в ту сторону Байре де Бланш. Есть еще Зарка Парфюм. У них вот есть молекулы. Один аромат называется The Muse. Муза. Примерно так же пахнет. Такой запах чистоты, свежести. Я ему поставлю 7 этому аромату. В верхних нотах бергамот. В средних нотах магнолия. Я без понятия, как пахнет магнолия. Ты слушал? Где-то нюхал, в каком-то ботаническом саду нюхал. И в базе ветивер. Ветивер? Что? Вообще здесь ветивером мне не пахнет. Может быть, все ближе к базе, через часик раскроется. В любом случае, это первое впечатление. Это мы в начале, когда нюхаем ароматы, чувствуем верхние ноты, дальше он будет меняться, нужно наносить на кожу, нужно смотреть, как он дальше развивается. Ну, магнолия же это белый цветочный аромат. Это да, это белый цветок. То есть мы практически угадали. Это белый цветок и цитрус, смесь, это стиральный порошок. Следующий аромат называется у нас First Dream of the Year. Первая мечта в году. Ты загадывал уже какую-то мечту первую в году? На самом деле нет. Еще нет. А вот смотри, когда там на Новый год, там, типа, бой Куран. Ничего не загадал. Нет, а я загадывал. Загадывал? Да. Но не скажу, что не сбудется в жизни. Я ничего не загадал. Не знаю. Первый, наверное, Новый год, который я ничего не загадывал, потому что, знаешь, уже что-то загадываешь, и как бы... Да, судьба распоряжается совсем. Да, да. Это еще более цветочная история, больше каких-то цветов. И цитрусы, опять же. А вот этот мне аромат вообще больше всего нравится пока что. Из всего, что мы нюхали. Хороший. И я тоже чай чувствую. Да, и вот здесь я тоже чувствую чай. Ой, приятно. Прям хочется его вдыхать. Хороший аромат. Он прекрасен. First Dream of the Year. Ну, то есть мечтаем о чем-то таком хорошем, романтическом. И вот этот аромат как раз-таки о мечтах, каких-то, о которых ты хочешь, чтобы они сбылись. Красивый, тебе нравится? Да, нравится. Это не мой профиль, я такие не ношу, больше вижу на девушках, потому что мне кажется, больше он белоцветочный цитрус. На девушках? Я думаю, то, что он унисексовый, так как я здесь слышу цитрусы. Цитрусы, чай. Я полностью его считаю, и на мужчинах он вполне. Все ароматы в основном здесь заявлены как для женщин и мужчин. Это просто мое мнение. Ну, какие там ноты?
Уже не терпится узнать эту мечту. Верхние ноты грейпфрут, средние ноты цветок апельсина и в базовых нотах ирис. То есть когда-то здесь появится что-то либо пудровое, либо как цветок ириса пахнет. Но он прекрасен, он красивый аромат. И ноты здесь, можно сказать, унисексовые. Хорош. Хорош, я ему ставлю 9. 9, он чуть хуже флорайку, можно сказать. Не дотягивает до того, но... Чуть хуже флорайку? Ой, флорайку именно Umbrella Fortune. То есть который их топчик. Да, ну, он у меня на 2 месте после этого аромата. Следующий аромат называется My Shadow on the Wall. Переводится как? Это переводится как моя тень на стене. То есть какой-то а-ля отголосок чего-нибудь будет, да. Но этот аромат мне не нравится. Здесь, интересно. походу, есть сандал. А какой сандал ты здесь чувствуешь? Сливочный такой? Вот вначале какой-то сандал был. Ну нет, наверное, я даже уже ошибаюсь. Здесь, наверное, не сандал. Я уже чувствую что-то акватическое. Какую-то соленость. Знаешь, есть а-ля фенхель или странно пахнущие такие вещи. Возможно, здесь перец заявлен. И мне кажется, у меня может быть в базе амбра, либо какое-то ароматное дерево. Я стал чувствовать белый мускус опять какой-то, который мне не нравится. Как и в предыдущем, не в предыдущем аромате, а один из этих мы ароматов уже обозревали, был мускус. И вот он со временем раскрывается на блоттере. И мне он не нравится. Он мне портит все. Здесь есть необычная нота такая, да, точно не для всех аромат будет. Я ему, наверное, ставлю 3. Мне он вообще не нравится. My Shadow on the Wall. Здесь, значит, верхние ноты лист фиалки, в средних нотах мимоза и в базовых нотах сандал. Ну вот, сандал. И мимозу. Я не люблю мимозу. Я не люблю желтые цветы. Вот. Здесь все сходится по моим вкусам. Что мне ничего не нравится. Что антивкусом, да. Так, следующий аромат у нас называется Sound of a Ricochet. Название красивое, прикольное. Звук рикошета переводится. Чем же у нас он пахнет? Он очень древесный. Такой смолистый. Очень много дерева я здесь чувствую. Я сразу чувствую какую-то аптеку. Что дает вот это ут? Возможно, есть ут, да. Я вообще не помню, ложат ли они ароматы ут. Аптечка, да, пахнет? Аптечкой. Ну, вот а-ля какой-то бальзам, либо травы лекарственные. Дают аптечку, шафран, ут, скорее всего, может давать. Но здесь... Боярышник. Да. Он такой густой, очень такой плотный аромат. Так как смолисто-древесный, темный. Рикошет. Почему звук рикошета? Что это может значить? Ну, это какой-то отголосок. Отголосок аптеки, я считаю. В моей памяти. Мне не нравится. Ну, это нормально. Хороший аромат, он древесный и какой-то бальзамический, какие-то тут, не знаю, ароматы, возможно, каких-то ягод лесных. Но наверное, нужно уметь носить. Скорее всего, здесь есть кедр. Он такой немного хвойный даже. Здесь это в основном-то древесный, мне кажется. Я ему ставлю 5. Тоже такой 50 на 50. Вроде и неплохо, и вроде и не супер. Ой, очень интересно. В верхних нотах то, что мы
не обнаружили абсолют ванили. Возможно, это та ваниль, которая не пахнет булочкой, а вот именно какая-то эссенция ванили. Вот я ее не слышал никогда. Я не знаю, как она пахнет, абсолют ванили. В средних нотах бабы тонка. Опять же, очень странно, они сладковато-ореховые. Они очень сладкость дают большую, да. Но здесь... А в качестве дерева заявлен сандал. Но мне кажется, они что-то не договорили, потому что здесь явно больше всего. Кстати, становится больше лесопилкой. Да. Здесь явно есть дерево. Следующий аромат у этого бренда Флорайку называется My Love Has the Color. У моей любви есть цвет. Так, ну что ж, я ставлю на то, что цвет будет тоже древесный какой-то. У меня, наоборот, красный. Любовь, сердце красное. И здесь я явно чувствую хвойность. Вот. Тут называется My Love has the color of the night. То есть моей любви цвет ночи. Чем же пахнет ночь? Очень много хвойных здесь. Сосна, кедр, может быть. Ночь в лесу. Пихта, да. Такой ночь в хвойном лесу. Согласен. Здесь тоже очень древесных история. Из бальзамов, опять же, каких-то выжимки из дерева. Так как я люблю вообще хвойные ароматы, и сейчас зима, как ни кстати. Хочу попробовать даже нанести на кожу, как он будет звучать. Я ставлю на то, что есть даже какое-нибудь поплотнее дерево, чем сандал, что в предыдущем был заявлен. Хотя пахнет похоже. Может быть, гвояк, либо прям хвоя. кедр. Пахнет прям вот этими веточками, зелеными иголками. Красивый аромат. Я ему ставлю 9 тоже. На удивление, что я забыл вообще, что у Флорайку есть такой хвойный аромат. В верхних нотах заявлен гвояк. В средних пачули, в базовых ветивер. Я так понимаю, хвойность дает гвояк. Гвояк он очень такой, да. Гвояк и, скорее всего, ветивер, он тоже в какой-то степени. И он иногда копченость дает на коже. И вот он копченый. На коже вот он копченый. Он начинает коптить. Классный аромат. Я ему ставлю 9. 9. Слава разбирается в хвойных ароматах. И вот посмотрите, там ссылку оставим на видео. Следующий аромат, последний из этой коллекции, Between Two Trees. Между деревьями. Между двумя деревьями. Что же находится между двумя деревьями? Интересно. Грибы, я ставлю на грибы. Или тоже деревья. Или деревья между этими. Нет, потому что там получается, там все равно деревья. Ну, хорошо. Может, там березовый. Ой, как приятно. Хорошо, это хорошо. Ой, какой классный. Может быть, даже мне больше всего нравится после Umbrella Photo. Хотя... Мне напоминает мема, итальянская кожа. Пахнет сладенько, карамельность какая-то, ванильность здесь есть. Здесь есть кожа, скорее всего. Но в итальянской коже там есть лист томата. Томата, здесь да. Такое чувствуешь, что ну? Кстати, да. Я чувствую какую-то томатность небольшую. Это именно лист. Ну, они очень похожи. Очень похожи. Эти ароматы. Для меня итальянская кожа от мема, она более сладкая. А здесь все же более древесная такая свежесть. Да, есть что-то зеленое, и кожаное, и древесное.
либо ут, либо действительно будет заявлено что-то вроде замши или кожи. Но кожа, знаете, не грубая, как, допустим, чемоданная, да? Она такая более мягкая, выделанная. Если вам нравится Лежит итальянская замш. кожа, это вот альтернатива какая-то. Похожая очень. Что ж там заявлено? Сколько ставишь? 9, конечно же, 9. Я люблю итальянскую кожу. Ну, вот из зеленого то, что мы почувствовали, они это назвали грейпфрутом. В средних нотах мате, в базовых ветиве. Просто никакие попадания. Ни тебе, ни кожи, Да. ни дерева. Но на самом деле это тяжелый аромат довольно, мне кажется. И вот оно все так логично. В самом конце он самый плотный. Ну, ты вот чувствуешь здесь грейпфрут? Но я чувствую здесь свежесть определенную. Можно додумать грейпфрут. Но, кстати, ветивер. У ветивера есть древесные оттенки, поэтому... То, что там заявлено, я этого ничего не чувствую. Маркетинг. Да. Но аромат классный, мне нравится. Вообще, вся линейка супер. Они все легкие, не сложные, понятные, носибельные. И можно сказать, разные, на любой вкус, под любое настроение. Можно его носить под любой сезон. Здесь как и белый цветочный летом, да, к примеру, хвойный зимой, осень, зима, например. Последний этот аромат, грейпфрут, ветивер. Единственное, что эти ароматы, они почти все нестойкие, за исключением последних 2-3. Они держатся немного дольше. Я это разнашивал все ароматы, быстро слетают, стоят дорого. Считаю, это все неоправданно на самом деле. Только если вам очень в душу запал аромат. Здесь только, я считаю, стоит денег сама презентация. Они очень красиво в коробочках. Там красивая очень коробка, сам флакон очень красивый, крышка вообще там какой-то космос. Еще они к каждому флакону, по-моему, travel, да, прикладывают. У них есть разные вариации. Есть набор, где есть флаконы travel. Будет в описании, опять же, ссылка на видео с полным разбором. Мы делали одно видео такое. Но у них есть, можно купить просто один флакончик простой, без ничего, там никаких тревелов, никаких красивых презентаций, будет просто коробка картонная. Да. И, по-моему, еще есть какая-то миниатюрка, да, типа там 15 мл вроде. Просто можно купить. Не знаю, может быть, у меня такого не было. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые видео. С вами был Слава, Сергей. Хорошего вам дня. И вечера. Пока-пока. И утра. Goodbye.